Она была как вода, податливая и тихая, но могла разрушить камень своей непреклонной, постоянной силой. Рассказ Заремы. Я выросла в нашем родовом селе, а последние 2 года перед Первой русско-чеченской войной жила в Грозном. Я была очень любознательным ребенком и мечтала, чтобы рядом был взрослый, готовый отвечать на мои бесконечные вопросы. Но чаще всего приходилось учиться самой, на опыте, на жизни. Довоенная жизнь запомнилась ярко. Мода, музыка, радиохиты тех лет – все это греет душу до сих пор. У меня был магнитофон с колонками, и я мечтала о большом музыкальном центре. Любимая радиостанция FM «Восток» с Русланом Цыбиевым. Его голос, грамотная речь, начитанность — для меня это было окно в мир. Я записывала эфиры на кассеты, звонила в студию, оставляла заявки. Перед каждым звонком волновалась, боялась не дотянуть до его уровня. Грозный тогда казался городом возможностей. Помню сигналы машин под окнами, шум «Жигулей», юношей во дворах. Казалось, все впереди. Буквально за день до начала войны привезли новую мебель в мою комнату. Я расставляла вещи, читала книгу «Мадина» Доухан Балаевой. А на рассвете стрельба, артиллерия, страх. Мы уехали обратно в село. Квартира была разрушена. Осталась в памяти беседка с розами, символ того, как легко может быть уничтожено все, что построено с такой любовью. С детства я лечила кукол, думала, стану врачом. Тетя, имевшая медицинские знания, сразу сказала: «Ты ближе к творчеству». В 11 классе я возмущалась, что в нашей сельской школе не преподавали иностранные языки. Английский появился ненадолго, но я влюбилась в язык и в учительницу. Она выводила меня к доске, я читала вслух. Это были мои счастливые минуты. Когда пришло время поступать, я выбрала английский, без подготовки, просто по интуиции. Я не знала грамматику, но могла напевать песни на слух. Это было мое. Первый учебник Бонг. Преподаватель похвалил мое произношение, поставленное не в классе, а благодаря радио и песням. Сейчас я точно знаю, передавая знания, мы делимся самым ценным. Мне всегда не хватало рядом мудрого взрослого, поэтому я сама захотела стать такой для детей. Я видела в них себя и хотела не просто учить, а согревать. Даже в холодных классах мы ставили сценки из Джейн Эйр. Это было важнее тепла батарей. Интуиция стала моей опорой. Я только начинала новую жизнь, как получила диагноз. Сначала отрицание, потом борьба. Врачи давали надежду, муж поддерживал, я держалась. В семье были те, кто слабее, я не могла себе позволить слабину. После операции врач сказал: даже не пикнула, а мужу добавил: береги ее, она очень сильная. Я просто не знала, как можно иначе. Болезнь длилась долго, то отступала, то напоминала о себе. Я раньше и не могла болеть, не было на это времени. Помогали строки из графа Монте-Кристо. Только несчастье раскрывает тайны и богатства человеческого ума. Меня считали холеной и капризной, но мало кто знал, сколько я вынесла одна. Иногда Всевышний оставляет тебя одного, чтобы самому о тебе позаботиться.
И тогда проявляется настоящая сила. После выздоровления пришли перемены, потеря, предательство. Я почти достигла цели, и все рухнуло. Но я поняла, нельзя быть жертвой. У кого-то нет даже того, что есть у тебя. Эти контрасты даны не случайно. Одиночество не страшно, если есть связь с собой. Страшнее пустота души, когда нет смысла. Если в людях видите не зло, а боль, можно прощать и отпускать. В подростковом возрасте я мечтала поговорить по душам, но не с кем было. Тогда я начала писать. Бумага не осудит, не предаст. Через тексты я выражала себя. Даже в вымышленных героях была я. Мое вдохновение — это голос души, которая так хотела быть услышанной. Но всякий раз, как я решала заняться писательством серьезно, что-то мешало. Один рассказ особенно запомнился. Он был о том, как важно быть понятым. Иногда непонимание уже трагедия. Болезнь оставляет следы. Стоит упасть одной костяшки, и тянутся остальные. Я начала изучать медицину, процессы в организме. Училась на себе. Помогало все: упражнения, прогулки, книги, друзья, психолог. Нету волшебной кнопки, только постоянная внутренняя и комплексная работа. После антидепрессантов стало иначе. Яркость притухла, воображение, творческий порыв будто исчезли. Все стало ровным, без красок. Но я не позволяла себе утонуть. Дни становятся похожи, как близнецы. Может быть, пора добавить цветов на свое полотно, рисовать. Я все еще мечтаю вернуться к себе в 20, обнять и сказать: всегда слушай сердце, оно знает путь, и ты справишься. Я хочу оставить после себя нечто важное, пусть даже крупицу знаний, поддержки, тепла, и чтобы в нужный момент это кому-то помогало.